Yesterday we were looking at one of the most important events. Вчера мы с вами рассматривали одно из наиболее важных событий. I've been saying this about every event, right? Но я это говорю вообще-то о каждом событии, не правда? Well, the kingdom is important partly because it fulfills a lot of what God had promised and God intended. И эпоха царства весьма важна для нас, потому что в эту эпоху исполняется очень много из того, что Бог пообещал и что Бог задумал. From Genesis 1:28, Бытия 28 главы, God had intended that man rule the world, rule the earth. из Бытия 1 главы 28 стиха, простите, мы видим уже намерение Бога, чтобы человек правил землей, правил миром. Starting with Adam and Eve were to subdue and rule the entire world. И уже начиная с Адама и Евы, задачей человечества было владычествовать над миром и править. And throughout world history, we've seen that God has been moving in order to accomplish that goal, that purpose. И на протяжении всей мировой истории мы видели последовательное движение Бога к достижению этой цели. And it's taken all of the Old Testament essentially up to the time of David. И это движение мы видим на протяжении всего Ветхого Завета и вплоть до времен Давида. Under David subdued the enemies of Israel. И при Давиде мы видим, как он подчинил себе врагов Израиля. The kingdom was established. Царство было установлено. And man ruled the entire world, the nation of Israel, through the nation of Israel. И God ruled the entire world. Man ruled. Okay. Да, и человек правил над всем миром, и нация Израиль была доминирующей силой в этом правлении. And that's where we left off last time with the life of David, although he's not on the throne yet. И вот на месте восхождения Давида на престол мы остановились в прошлый раз. Он еще не стал царем. Samuel is anointed him king. Самуил помазал его царем. But Saul is still on the throne. Но Саул все еще на престоле. And remember, Saul is the king of the people's choice. И помните, что Саул это царь по выбору людей. Saul failed, and God rejected him. Саул потерпел поражение, и Бог отверг его. But he's still ruling, even though David will be the next king, and David is anointed. Но он все еще правит, Саул, несмотря на то, что Давид уже предназначен быть следующим царем, и Давид уже помазан на царство. You see the character of Saul coming out in this time frame between the anointing of David and David's actually sitting on the throne. И мы видим, как подлинный характер Саула, можно сказать, вылазит в этом промежутке между помазанием Давида на престол и его реальным Давида воцарением. You see the manifestation of that evil spirit that came on Saul, the passage we looked at last time. И мы видим в полноте вот проявление вот этого злого духа, который сошел на Саула. Мы читали об этом в прошлый раз. Saul was a man apparently very insecure. Саул, очевидно, был человеком весьма в себе неуверенным. Threatened by David and probably mad because he's no longer going to be king. Он чувствовал угрозу от Давида, он был очень, скажем так, в бешенстве и очень разъярен, потому что уже знал, что он по сути не царь. So there's a series of assassination attempts, and just an example is chapter 18, 10 and 11. Итак, мы видим вот уже сразу после победы Давида над Голиафом серию покушений. И вот это уже в 18 главе 10 по 11 стих мы читаем первую такую попытку покушения на Давида. In fact, I counted the number of assassination attempts, and I think it was about 11 of them that I counted in the text. И я попытался посчитать количество попыток покушения на Давида, и я насчитал 11 попыток в тексте. But let's begin by just looking at the early one of the early ones. Ну давайте начнем с ранней, одной из первых попыток убийства Давида Саула. So Saul, through this period of time, is attempting to kill David. Саул вот как раз в этот период времени пытается убить Давида. And let's start with Yulia. Let's go around this way this time. Давайте начнем с Юли, да, в этот раз против часовой. Read
1 Samuel 18, Читайте, пожалуйста, 1 Царство 18, begin with verse 10. начиная с 10 стиха. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И в руке у Саула было копье. Okay, so you see the effects of the evil spirit. То есть мы уже видим вот, последствия этого злого духа в Сауле. And in fact, David is ministering to Saul. И вообще-то в этот момент Давид служит Саулу. And then notice verse 11, read verse 11. И обратите внимание на 11 стих. И бросил Саул копье, подумал, привожу Давида к тьме. Но Давид 2 раза уклонился от него. Now, throughout all these assassination attempts, like verse 11 indicates, David is able to escape. И на протяжении всех этих попыток убийства, попыток покушения, как мы видим в этом тексте, Давиду удается выжить, улизнуть. So that's the first one. We have another one in the same chapter, verse 25. И вот это первая попытка. И вторую попытку мы видим в той же главе, в 25 стихе. Oleg, you want to read 18:25? Олег, прочитай, что 18:25. 17? 18:25. І сказав Саул, так скажіть Давиду, цар не хоче війна, Приданного. Вина. Ага. Вена. війна, крім стар крає обрізань палестинянських на помсту ворогам царя, тому що Саул мав на думці погубити Давида руками палестинян. So he attempted to utilize the Philistines to kill David on that occasion. И Саул в этот раз решил использовать филистимлян для того, чтобы убить Давида. The third attempt in chapter 19. Tanya, you have Третья попытка в 19 главе. look at verse 1. Таня, пожалуйста, 19 глава, 1 стих. И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. So there's number 3. We have number 4 in verse 10. Четвертая попытка в 10 стихе. Той же главы. Katya? А Саул хотів ударити списом до Давида, пробити його до стіни, та відхилився той перед Саулом. І він увігнав список в стіну, а Давид утік і був урятований тієї ночі. You're going to see that pattern over and over and over. То есть мы видим снова и снова и снова вот эту закономерность. That's just 4 attempts in 2 chapters. В 2 главах уже 4 попытки убийства. Ничего так? А знаєте що? Just a little comment from Те, Katya. що Саул хотів через филистимлян вбити Давида. Те саме Давид, таке спостереження зробив щодо Урії, теж через руки інших людей. Ага. Seems like this idea of killing your enemy using others as instrument, David utilized it later with Uriah, using Yes. probably the Interesting. his Yeah. enemies to kill him. That was not uncommon in that day. Но это была не какая-то особая редкость в те дни. You also see the pattern that David obviously escapes because God's hand is on David. Ну и очевидно мы видим тут особую закономерность. Да, Давид постоянно уходит от смерти, потому что Божья рука на нем. And if we read on, there's an example in verse 11, verse 15. И если мы почитаем, то есть примеры еще в 11 стихе, в 15 стихе. Another one in chapter 20, verse 31. Еще попытка в 20 главе, в 31 стихе. And then there's another one, chapter 23, verse 7. Еще попытка в 23 главе, 7 стихе. And on and on and on. И далее, далее, далее. I count 11 of them. И я насчитал 11 попыток. They show not only the character of Saul, that he's an evil man, И это показывает нам не только характер Саула, что Саул очень злобный человек. he's not fit to be king, Он не достоин того, чтобы быть царем, он не соответствует and тому, they чтобы also быть царем. demonstrate the hand of God on David in that he escapes every one of them. Но также это показывает нам руку Божью на Давиде, что Давид ускользает от всех этих попыток. But it also serves the purpose of developing character in David. Но также эти попытки достигают еще одной цели. У Давида вырабатывается правильный характер.
And you see other examples in this portion of Scripture where David's character is continually developed and displayed. И мы видим другие примеры в этой части Писания, когда, очевидно, характер Давида улучшается, усиливается, и это проявляется всем остальным. One of those examples is in chapter 17, where David demonstrates himself as a worthy leader. Один из хороших примеров вот этого характера — это 17 глава 1 царства, когда Давид показал себя вполне таки достойным лидером. And he defeats the Philistines in that passage. И в этом отрывке он поражает филистимлян. Vlad, why don't you read 17:20? Влад, прочитай, пожалуйста, с 17 по 20. 17 глава, 20 стих. 1 царство, 17 глава, 20 стих. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу. И взял ношу, пошел, как приказал ему Моисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к сражению. And in fact, if you read this passage, this is the passage we looked at last time. This is the one that dealt with Goliath, where the Philistines were sent fleeing. И это вот тот отрывок, который касается Голиафа и филистимлян, когда, по сути, Израиль через Давида прогнал филистимлян. Sasha, read same chapter, verse 54. И та же глава, Саша, 54 стих. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. That's the head of Goliath. Это вот голова Голиафа. So that's the first example. There are other examples of military power of David, military leadership. И вот это первый пример, и будут дальше примеры военного могущества Давида, его сильного военного лидерства. In chapter 27, we have an example of the defeat of the Amalekites. В главе 27 мы видим поражение амаликитян. And we won't read all of the verses, but look at 27:7. Но мы не будем читать все стихи, но посмотрите 27:7. We'll start with it, and then we'll read a little bit further. Ira, read verse 7 first. It's 1 Samuel. Yeah, verse 7. 1 Samuel 27:7. Окей. 7 стих, пожалуйста. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было года 4 месяца. Okay, there's the Philistines, and then verse 8. Read that one as well. Это он в филистимской земле. Прочитаем стих 8. И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян и Гиргизян и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. Okay, the Amalekites are noted along with some other Canaanite tribes. Амаликитяне были хорошо известны, и здесь они упомянуты вместе с другими ханаанскими If you read племенами. the rest of the chapter, he defeats the Amalekites. Когда мы читаем оставшуюся часть главы, мы видим, как мастерски Давид поражал амаликитян. So David is rising in power, rising in fame amongst the Jewish people. Итак, мы видим, что Давид возвышается в силе и в славе среди израильского народа. And eventually he will take the throne after Samuel is killed in battle. И в конце Or концов Saul, rather. Saul is killed in battle. Давид воссядет на престоле после того, как Саул будет убит в битве. The people begin to recognize David and recognize that he is a worthy leader. Люди начинают потихоньку ценить Давида, они начинают распознавать в нем достойного лидера. And first of all, in 2 Samuel 5, 1-5, he begins his reign in Hebron. И вначале мы видим, вот во втором царстве 5:15, с 1 по 5, что он начинает царствование в Хевроне. And then also it continues in Jerusalem. И со временем его царствование продолжается и в Иерусалиме. So let's read 2 Samuel chapter 5, Давайте прочитаем 2 царство, 5 главу, beginning in verse 1. начиная с 1 стиха. Костя. И посходились все Израилевы племена до Давида в Хеврон, та и сказала ему: «От самих есть перятатила твоє дни, і давніш, коли Саул був царем над нами,
ти водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав, ти будеш пасти народу мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав з ними умови в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку 30 літ, коли став царювати, і 40 літ царював він. Okay, that's a summary of the reign in Hebron, how many years? И вот это как бы общий обзор царствования Давида, несколько лет. It's probably in verse 5. Yeah, verse. Прочитайте 5 стих. There you go. 7 years, 6 months, and then a total of 40 years. Да. То есть, да, в Хевроне царствовал он над Иудой 7 лет и 6 месяцев, а всего он правил 40 лет. So we have a summary of his reign in that passage. То есть в этом отрывке мы видим, как подводится итог его правления. Now the text refers to the city of David. И текст указывает нам на город Давидов. And keep in mind, Jerusalem was not part of Israel until the time of David. И помните, что Иерусалим не был частью Израиля вплоть до времен Давида. It was under Canaanite leadership. Он находился под властью хананеев. And in the time of David, the only part of Jerusalem, it's called the city of David, is this little part here. И во времена Давида единственной частью города вообще, ну то, что было Иерусалимом во времена Давида, это вот эта часть. That's called the city of David. Город Давидов, вот эта часть Иерусалима. In fact, that was all that there was of the city, even in the time of Solomon. И вообще-то только эту территорию занимал город даже во времена Соломона. And then we'll see later in the next part here that Solomon adds this area to the city. Чуть позже мы увидим, что Соломон добавил вот эту часть к городу. And eventually builds a temple on what's present day the Dome of the Rock. И в конечном счете он построил храм на том месте, где сейчас вот эта мечеть. But this is all of Jerusalem in the time of David. Но это весь Иерусалим во времена Давида. And it's David that conquers the Jebusites that occupied that И именно piece of property. Давид завоевал иевусеев, которые владели этим кусочком земли. It's not until later on in the period of the kings that the city extends in this area. Лишь позже, во времена царей, город расширился вот на эту территорию. But at this time, this is all there is of the city of David. Но во времена Давида лишь вот этот маленький кусочек занимал город. In fact, it's just a very small piece На самом of деле land это there. очень маленькая территория здесь, маленький участок. And there's some monuments that reflect back, even though the city wasn't out in this area at the time. И вот даже какие-то тут мы видим монументы, которые указывают нам на этот бывший город, хотя они не относятся к тому времени. But in Jerusalem, there's a memory, obviously, of King David, because he's the one that essentially began the kingdom. В Иерусалиме сильна память про царя Давида, потому что в конечном счете именно он начал царство. And this is that little piece that I was talking about. In fact, it's even smaller than what I drew. This is the city of David. И вот этот маленький кусочек, который я вам тогда изобразил, он даже меньше, чем то, что я вам нарисовал. Это город Давид. Was extended to this area under Solomon. И потом вот он протянулся еще дальше при Соломоне. And the city was extended in this area. И позже город расширился на эту территорию. And then later on, it expanded beyond that. И чуть позже он расширился даже дальше. In fact, in the first century, the city, actually, in the first И century, в первом столетии I think it extended, I can't remember, something like this. город расширился даже вот на эту территорию. Now, that first photograph that I showed you was from this direction. И первая фотография, которую я вам показывал, была вот с этого направления. That one here. Вот мы как бы с того ракурса смотрим. That one is from this direction. И вторая фотография, она из этого направления. The next photograph is from this direction. Следующая фотография, она будет с этого направления. That's this one here. Вот так вот. And the city of David И is город Давидов
is this portion in here. Это вот этот кусочек здесь. Имеется в виду Иерусалим просто маленький, да? А? Ну, маленький Иерусалим на то время, да? So this is like a Jerusalem, early Jerusalem. Early Jerusalem. Да, это ранний Иерусалим. Ранний Иерусалим. Yeah, today this is the Temple Mount. И вот в наши дни это храмовая гора здесь. In fact, let's see. Yeah. It actually extends over here. Она даже немножко дальше сюда идет. Trying to find the Wailing Wall. Пытаюсь понять, где тут стена плача. It's not shown on this map, but the Wailing Wall is back, like right Но here. стена плача где-то здесь. That's Temple Mount. А вот это храмовая гора. This distance is almost a kilometer. То есть здесь на самом деле дистанция почти километр. Where is the site of David Palace? Because David's Palace. Titus told us about that. There's different views. In fact, I'm going to show you some slides. It's probably right in this area. There's an archaeological excavation. Дворец Давида, скорее всего, находился вот там, где показал преподаватель. Там сейчас археологическая раскопка. This is the Mount of Olives, or actually it's off the slide. Масличная гора, правда, она там уже за границами слайда. Gethsemane would be right in that area. So Гефсиманский сад там где-то. Kidron Valley. Вот там Кедронская долина. We mentioned last time the kingdom. The reason I had to point this out because in 1 Samuel chapter 8, it almost seems like God wanted to be the king. И в первом, вот мы упоминали уже про царство, и я сделал это по той причине, что в первом царстве 8 главе мы читаем, что Бог вообще-то хотел быть их царем. When he told Samuel, they have not rejected you, but they've rejected me from being king. И он сказал Бог Самуилу, что они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их царем. But that does not mean that a kingdom with kings was God's idea to begin with. So we talked about that yesterday. Но мы вчера уже говорили о том, что вообще-то царство и цари это была Божья идея с самого начала. Мы вчера много об этом говорили, цитировали отрывки. But this is very important, the next implication. Но следующий вывод очень важен. There's at least two questions, I think, relating to this implication on the exam. И в экзамене будет как минимум два вопроса, связанные с этим выводом. So you'll pay very close attention. Поэтому уделите крайне серьезное внимание этому. I already mentioned that the kingdom under David and Solomon is a prototype or an example of the ultimate millennial kingdom. Я уже упоминал, что царство под властью Давида это такой пример или прототип, прообраз будущего тысячелетнего царства. So it's very important that we understand what are the major features of the kingdom of Solomon and David. И потому нам очень важно понимать, какие же ключевые аспекты царства Давида и Соломона. And what I want to demonstrate is those same features all will be present in the millennial kingdom. И что я хочу вам продемонстрировать, что все те же самые аспекты будут представлены в тысячелетнем So царстве. these are the features, and we could, as a result, come up with a foundation for the kingdom. И вот это те аспекты, которые я хочу упомянуть, и мы через это выведем основы библейские основания для царства. But the kingdom of David and Solomon is a foundation to the millennial kingdom. И царство Давида Соломона является основанием библейским для тысячелетнего царства. And you might even say, in the time of Christ, this is the kingdom that Jesus offered the nation of Israel. И мы можем даже сказать, что во времена Иисуса в первом столетии именно такое царство Иисус предлагал народу израильскому. Nation of Israel rejected the Messiah, and therefore this is the kingdom that was set aside. И народ израильский отверг Мессию, и потому это царство было на время отложено. I think if you understand this will help you to understand eschatology as well. И я думаю, что если вы это поймете, вам также станет проще понимать эсхатологию. Because the major view within the church concerning the kingdom Поскольку основной взгляд в церкви касательно царства is amillennialism. это амиллениализм. Amillennialism says that there is no earthly, visible, physical kingdom. Амиллениализм говорит, что не будет на земле такого
видимого, физического, земного Божьего Царства. There are a couple of variations to amillennialism, but the essence of it is the following. И есть разные вариации амиллениализма, но вот суть именно такова. The essence of amillennialism is that the church is the kingdom. Суть амиллениализма в том, что именно церковь является царством. But the church is not the kingdom. I think that's a distortion of Scripture. Но церковь это не царство, и мне кажется, что это сильное искажение Писания так говорит. This is the kingdom that Jesus offered. Вот это царство, которое Иисус предлагал Израилю. It'll have these features. Оно будет иметь вот эти характеристики. Because this is the kingdom that will be established when Christ returns. Поскольку именно такое царство будет установлено, когда Иисус вернется. When the Messiah returns, and we anticipate that. И мы ожидаем этого с нетерпением. And this is the kingdom that the nation of Israel anticipated in the first century. И это то царство, которого народ израильский ожидал в первом столетии. So number one, it's rooted in that creation mandate. И, во-первых, это царство, оно укоренится в повелении, данном при сотворении. These features demand a literal, earthly, and we would say premillennial kingdom. И я думаю, что все вот эти аспекты, они требуют, чтобы царство было видимым, земным и, ну, с моей позиции, то есть, да, то есть великая скорбь должна быть перед этим царством. It eliminates any other views. It would eliminate postmillennialism, and it certainly eliminates amillennialism. И такой взгляд, он, по сути, отбрасывает все остальные взгляды, и постмиллениализм, и амиллениализм. So, the first point, obviously, goes back to what God has said, and it goes back to the creation mandate. И первый пункт, очевидно, укоренится в том, что сказал Бог, и коренится в мандате о сотворении. It's rooted in the idea of God creating man to rule. И он укоренен в том, что Бог сотворил человека с замыслом, что человек будет править. This is the ultimate rulership of a human being. Это вот конечное правление человеческого существа. Ultimate rulership of mankind on earth. Окончательное правление человечества на земле. And this is very important. The second foundation is it has a distinct nation ruling. И второе основание в том, что должна править и владычествовать особая отдельная нация. The nation of Israel rules. И народ израильский будет править в этом царстве. Now, amillennialism came about in a period of time when Israel was gone. Israel had been scattered. There was no nation. И амиллениализм появился в тот период, когда от Израиля остались рожки до ножки. Они были рассеяны, и никакой нации, никакого государства и в помине не было. And scholars were looking at the passages that spoke of Israel in terms of the kingdom. И ученые смотрели на эти отрывки, где говорилось об Израиле как о царстве. They could not conceive of there ever being a nation of Israel again. И они не могли даже себе представить, что Израиль когда-то снова станет нацией. So they began to think, well, maybe we need to interpret the scriptures more spiritually and not so literally. И они решили, может, нам надо как-то не так буквально истолковывать Писание, а более какое-то духовное значение прочитать в этом. So all those passages that pertain to Israel in the future, they must pertain to the church instead. И все те отрывки, которые там вот к Израилю вроде как в будущем относятся, наверное, мы лучше их отнесем к церкви. Now, interestingly, it's only been since 1948 that there has actually been a regathering of the nation of Israel in the land. Интересно, что лишь с 1948 года мы видим реальное физическое восстановление Израиля в их земле. So it's easier for us to be able to say, well, there's an Israel, so all these passages pertain to a literal Israel. Поэтому нам-то уже, конечно, проще говорить, так вот Израиль есть, поэтому вполне возможно, что мы эти отрывки можем соотнести с Израилем. But amillennialism came, 900,000 years after the first century. Но амиллениализм появился уже где-то в 900 тысяч лет спустя после первого столетия. When it was pretty
easy to interpret scriptures non-literally. И тогда еще было очень легко и общепринято истолковывать Писание не буквально. But the covenant, the promises speak of Israel, the children of Abraham. Но завет и обетования говорят об Израиле, о сынах Авраама. A descendant of David, the descendants that come through the line of David. О потомках Давида, о потомках, которые произойдут через Давида. So there's a distinct nation. Поэтому это особая нация. That nation is Israel. Которая будет править, и эта нация, это Израиль. Thirdly, God desired a godly king. That's why we have the problem with Saul. В-третьих, Бог задумал для этого царства благочестивого царя. И вот почему у нас проблемы с Саулом возникли. It's David that God himself describes as a king or a man after his own heart. Именно Давида сам Бог описал как царя и мужа по своему сердцу. So David is the example of a godly king ruling over Israel, the nation prominent in the kingdom. Давид — это благочестивый царь, который должен править над вот этим царством. Now, Он правил в прошлом и будет в будущем. David obviously was anointed, and David ruled. И Давид, очевидно, был помазан, и он правил. There's lots of passages, particularly the Davidic covenant, that we'll look at in a moment. И есть очень много отрывков, особенно Давидов завет, который мы разглянем буквально через минутку. That speaks of Israel being secure and it's secure in the land and there's peace. И много отрывков говорят, что вот в дни Давида была безопасность и мир в земле. There have been very, very few periods of time in Israel's history where there's been security and peace. В израильской истории вообще было очень мало периодов времени, когда была безопасность и мир. It wasn't until David subdued the enemies of Israel that there was some measure of peace. И этого не было до Давида, который подчинил врагов Израиля себе, и в итоге установился какой-то мир. And there was a small measure of security under David and then following under Solomon. И при Давиде была какая-то в какой-то степени безопасность в земле, и чуть позже при Соломоне I тоже. think that's a major feature of this foundation for the kingdom. И я думаю, что это вот ключевая особенность вот этого библейского основания для царства. And for the next point for number 5, we need to take a look at the Davidic covenant. И для нашего следующего пункта 5 нам нужно внимательно взглянуть на завет, заключенный Богом с Давидом. Turn to 2 Samuel 7. Откройте, пожалуйста, 2 Царств 7. And we have to look at this a little bit rapidly. И нам нужно немножко, так сказать, побыстрее это рассмотреть. Now, I'm just going to give you a summary of it, and we probably only need to read a few verses in there. Я вам просто расскажу в общих чертах, а нам нужно, я думаю, только несколько стихов оттуда прочитать. First thing to notice, however, is the parties of the covenant, like we've looked at the other covenants. Во-первых, что нам нужно обратить внимание, это участники завета. Parties, Как и в других David, заветах, God and David, нам это важно, и мы видим в этом случае участники Бог и Давид. and the line of descendants that come through David. И также линия потомков, которые произойдут от Давида физически. Now that line is going to be a line of kings. И эта линия, этот род, это будет род царей. Now take a look at, let's see. Look at verse 9. Start Смотрите, reading пожалуйста, на 9 стих. Давайте там there. начнем See, читать. turn. Boba? Чавочек, кто? Я был с тобой, куда бы ты ни ходил, и сокрушил перед тобой всех твоих врагов. Я уподоблю твое имя именам великих людей земли. Okay, this is God speaking to David, and he has cut off all your enemies. И вот Давид говорит обращается, простите, Бог говорит Давиду и говорит, что я истребил всех врагов твоих, Read verse 10 as well. возвеличиваю тебя. 10. Я устрою место для своего народа Израиля и укореню его, чтобы ему иметь свой дом, никто его больше не тревожит. Нечестивые больше не будут притеснять его, как прежде. Okay, there's going to be security there. See verse 10. Будет безопасность, да, мы видим 10. And notice it's going to be in the land. И обратите внимание, это будет в земле.
This is a contract. You don't take a contract spiritually. То есть это договор, это контракт, и вы не воспринимаете договоры в духовном каком-то смысле аллегорически. If you have a contract with a bank, if you borrowed money, если вы заключили договор с банком, позаимствовали денег, and you're supposed to pay 500 гривна every month, pay the loan, нужно там выплачивать там за ипотеку или что-то там 500 гривен или 5000 гривен в месяц. you can't go to the bank and say, oh, I want to interpret that figuratively, spiritually. И вы не придете в банк и не скажете, ну вообще-то я хотел бы вот этот договор истолковать аллегорически, духовно, не буквально. In my thinking, 500 гривна, that's a lot of money. Мне кажется, что 5000 гривен это очень много денег. But for me, 100 гривна is a lot of money too. Вот, но вот, как бы 5000 это много денег, и вот для меня лично, в моем понимании, вот 100 гривен это много денег. So I'm going to interpret this contract that I can give 100 or maybe 2. Поэтому я буду истолковывать это так, что, ну, для меня много денег это 100 или 200 гривен, вот столько я и буду платить. Don't take it so literally. Поэтому не надо так буквально, не надо придираться к словам What's здесь. the bank going to say? Что скажет банк? No, we want 500 гривна Нет, они in скажут totality. 500 гривен выкладывай. This is going to be a covenant. This is a covenant. It has stipulations. И это завет, это договор, у него есть условия. Pertains to a land. И Verse этот 10. завет относится к земле, на месте своем. Yulia, do you want to read verse 11? 11 стих. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Okay, there's security again. Rest from all your enemies. That's a Опять feature. же, безопасность, да, я успокою тебя от всех врагов твоих. Это одна из особенностей. Ole, 12, read 12. 12. Коли ж сповняться дні твої, і ти спочинеш з батьками твоїми, то я поставлю після тебе сім'я твої, яке народиться від стегон твоїх, і зміцню царство його. Okay, he's going to raise up descendants that will be kings, and there will be a kingdom that's established. И таким образом уже Бог возвысит вот это семя, восставит семя, и это будут цари, и царский род будет установлен. Daniel 13. Дания 13. Он построит дом имени моего, я утвержу престол царства его навеки. Okay, this descendant, the first descendant of David, is going to build a house for the Lord. Итак, этот потомок, первый потомок Давида, он построит дом Господу. It's going to include the temple. И это включает в себя храм. And there's other stipulations. So Есть what we такое have here, условие. Что мы здесь видим? in fact, it's going to speak verse 4. We need to read verse 14. И нам нужно Так. читать также 14 стих. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривдить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів. That's a feature, I think, or a stipulation of the Davidic covenant. И это, как мне кажется, тоже ключевое условие Давидова завета. Going to be a father-son relationship. Будут отцовско-сыновские отношения у царей с Богом. It's going to include discipline. И эти отношения будут включать дисциплину. We're going to see that God disciplines the kings. И мы видим, что Бог дисциплинирует царей. David was under the discipline of God. Давид был под дисциплиной Божьей. Solomon was under the discipline of God, and the kings after that. Соломон был под дисциплиной Божьей, и цари после них тоже там были. And if you read the further stipulations, it's going to be centered in Jerusalem, a literal city. Если вы читаете дальше, то царский род будет сосредоточен в Иерусалиме, в городе Давида. This is another unconditional covenant. God's going to fulfill it. И это еще один безусловный завет, который Бог обязуется исполнить. Even David fell into sin, and God still is going to fulfill the covenant. Даже Давид в конечном счете впал в грех, но Бог все равно обязуется исполнить этот завет. Even Solomon had many wives, going against the Deuteronomy passage that we read. Даже Соломон завел себе много жен, приступив тот отрывок во Второзаконии, который мы только что And читали. in fact, the kingdom was even divided as a result of discipline on Solomon.
И в результате дисциплины над Соломоном царство в итоге было даже разделено. But God will continually fulfill the promise of this covenant. Но Бог постоянно исполняет обетование этого завета, It's unconditional. поскольку Он безусловный. Now, this one doesn't have a clear sign, and some scholars think that it might be just the Davidic line of kings, or the dynastic line. И в этом завете нет четкого знака, как в предыдущих, но многие исследователи считают, что знаком этого завета является династическая линия потомков Давида. There's nothing specified, so, this is tentative, or this is Но more of ничего a conclusion, theological. не сказано конкретно, поэтому это такое более уже зыбкое утверждение, это более как богословское заключение, чем четкий тезис. So you might put an asterisk or put it in parentheses. Можете поставить поэтому в скобки. Indicate that it's not specified specifically in the Davidic covenant. Указывая тем самым, что об этом четко не сказано в завете с Давидом. Now we've looked at several covenants, so let's kind of review them. И мы с вами уже рассмотрели несколько заветов. Давайте сделаем краткий обзор. Starting with the Noahic covenant, this is unconditional. Мы начали с завета с Ноем, который был безусловный. We saw the Abrahamic covenant that had three major stipulations. Мы увидели завет с Авраамом, у которого было три основных компонента. It had a seed. Первое это семя. It had land as a stipulation. Второе земля, это одно из условий завета. And what was the third one? И третье blessing. Blessing. Very good. Благословение. These are three major aspects of the Abrahamic covenant. Итак, три ключевых аспекта Авраамова завета. We have the Mosaic covenant that is conditional. This one's unconditional, this one's conditional. Мы видим Моисеев завет, условный завет. Тот предыдущий был безусловный, это тоже условный. That's the one we looked at, the one that was given at Sinai. И это тот завет, закон, который мы уже рассмотрели, он был дан при Синае. Now in Deuteronomy, we have a distinction made within the Mosaic covenant. There's what's called the Palestinian И covenant. во Второзаконии мы видим, скажем так, есть отдельная такая секция, внутри Моисеева закона мы видим Палестинский завет. The Palestinian covenant deals with the land. И Палестинский завет относится к земле. It ensures that Israel will occupy the land. Он гарантирует тот факт, что Израиль будет занимать эту землю. So it's unconditional in that God will ultimately make sure that Israel has the land. Поэтому этот завет безусловный в том плане, что Бог гарантирует, что Израиль в итоге получит свою землю. But it's an aspect of the Mosaic covenant that is conditional. Но это также часть закона Моисеева, и закон Моисеев, как мы помним, условный. So the condition, if Israel is unfaithful, they'll be kicked out of the land. И поэтому условная часть здесь в том, что если Израиль не послушен, Бог вышвырнет их из земли. The Assyrians took the 10 tribes of the north. Ассирийцы забрали 10 колен севера. Babylonians totally destroyed Jerusalem and totally destroyed the nation and scattered them and took them to Babylon. Полностью уничтожили Иерусалим, уничтожили нацию, рассеяли их и взяли в Вавилон в плен. Because of Israel's unfaithfulness. По причине неверности Израиля. And also in 70 AD, the Romans scattered the Jews as well. И если бы этого было мало, еще и в 70 году римляне рассеяли Израиль. So the Jews are in the land conditional on their obedience to Yahweh. Поэтому пребывание Израиля в земле является условным, а это зависит от их послушания Яхве. But it's unconditional in that eventually God is going to ensure that ultimately they will have the land. Но это обетование земли также безусловное, в том смысле, что в конечном счете, рано или поздно, Бог гарантированно введет их в землю. In millennium. In the millennial kingdom, Совершенно exactly. верно. And we could also say that we have another covenant that pertains to the seed. И мы также можем сказать теперь, что есть еще один завет, который связан с аспектом семени. That's the Davidic covenant. Это Давидов завет. And it specifies a particular line of that seed. И в этом завете подчеркивается конкретная линия, по которой будет это семя
происходить. It specifies a line of kings or a dynasty from David. Здесь подчеркивается царская династия, царский род, исходящий от Давида. And later, we may not have enough time to talk about it, but there's a new covenant, И позже, и у нас, может быть, не хватит времени об этом говорить, но будет Новый Завет. and that one deals with the blessing. И этот Новый Завет касается аспекта благословения. Those are the covenants of the Old Testament. Это заветы Ветхого Завета. And if I remember right, I think there's a question pertaining to the covenants on the И если я exam. все правильно помню, в экзамене будет какой-то вопрос, связанный с заветом. Довідується також безусловний і новиться безусловний. So, could we say that both Davidic and New Covenants are unconditional Yes. as well as Abrahamic? Да. Yeah, the only conditional covenants Единственный условный завет is the Mosaic, – это Моисеев, and the Palestinian is both conditional and unconditional. и палестинский, он как бы и условный, и безусловный одновременно. All the others are unconditional. Все Very good остальные observation. безусловны. Okay. We saw all of this already. Итак. This is the Davidic covenant. Мы все это видели, это Давидов завет, A secure kingdom. безопасное царство. Solomon is going to build a temple. That was verse, what was it, 14? Соломон построит храм, 14 стих, There's a father-son relationship. отношения отца и сына. Kings will be disciplined or chastened. Цари будут наказываться, дисциплинироваться. Unconditional covenant. Завет безусловный And it's going to be centered in Jerusalem. и сконцентрирован на Иерусалиме. These are some of the main features of the Davidic covenant. Это вот ключевые аспекты Давидова завета. We read some of those passages. We didn't read 17 and 19. Мы читали некоторые из этих отрывков, но не читали 17 и Now 19. 19 tells us that this covenant is going to go far into the future. И 19 стих показывает, что этот завет далеко уходит в будущее. And in fact, it's ultimately going to be fulfilled by Messiah. И в конечном счете этот завет будет полностью исполнен через Мессию. Messiah will be the ultimate king. Именно Мессия станет окончательным царем, And конечным царем. yeah, future Messiah. Yeah. It's 19. Да, это вот будущий Мессия, это 19 стих. Okay. So we have a foundation for the kingdom. Итак, мы видим основание библейское для царства. Emphasize security and peace Здесь подчеркивается безопасность in the land, в земле. and it's guaranteed by the Davidic covenant. И это гарантировано заветом с Давидом. Okay. Да? Now that's the beginning. We have some more points that we'll get to and we move on. И это начало, и мы еще разберем несколько пунктов, и потом двинемся дальше. David dies, and there's a memorial at least. It's not known where the grave of David is. The Jews celebrate a certain place. Давид умер, мы точно не знаем, где он погребен, но евреи празднуют, ну вообще как бы у них есть мемориал в определенном месте. But this has not been confirmed by archaeology. Но археологи никакого подтверждения не дали то, что это историческое место погребления. But Orthodox Jews observe that this is the tomb of David. Но консервативные ортодоксальные евреи верят, что это и есть гробница Давида. We have a record of his death in 2 Kings. И запись о его смерти мы видим в Третьем царстве 2. Кості чи це прах? Is it like dust or bones or what is there? I'm not sure what they have. Я не знаю, что у них там. Yeah. Okay. And that brings us to Solomon. И после этого восстает Соломон. And let's just start with Solomon and then we'll take a break. И давайте сейчас начнем говорить о Соломоне и сделаем потом переход. So we have the kingdom of David and Solomon. Видим In царство this, Давида и Соломона на этой схеме. and still, it does not occupy the entire land. И они все еще не владеют всей землей. Technically, this area here was controlled by Solomon, Технически эта территория здесь контролировалась Соломоном, but it was more like on paper, it was never really solidified. This area was never occupied by the nation of Israel. но это было больше на бумаге. Эту территорию Израиль никогда физически не оккупировал, это было так, This договорничено. is the Euphrates River. И там река Ефрат.
But the whole land even didn't include all the way to the river Egypt. Но вся земля даже не доходила вся их территория не доходила до реки It Египетской. didn't include the Phoenician area, or what's called Lebanon today. Она не включала в себя финикийскую территорию, то, что сейчас называется Ливаном, Didn't include present-day Syria. и не включала в себя современную Сирию. All of this land is what is promised in the Abrahamic covenant. Но вся эта земля обещана в Авраамовом завете. So that awaits a future fulfillment. И поэтому это обетование все еще ожидает будущего исполнения. So this is the city of David И вот that это David город Давидов, controlled. который контролировал Давид. Solomon extended the city and built the temple. Соломон расширил город и построил храм. And the temple is believed to be on Temple Mount. И по всеобщему убеждению храм находился на Храмовой горе. This is looking up from the Kidron Valley. Мы смотрим сейчас на Храмовую гору вверх. Now this isn't Solomon's temple, but there's a model in Jerusalem that has a model of the first century Jerusalem. Это не храм Соломона, но вот в Иерусалиме есть модель храма, который был в первом столетии в Иерусалиме. Solomon's temple is described as a magnificent temple. И храм Соломона описан как просто очень-очень красивый и великолепный и захватывающий. And the temple that Herod rebuilt for the Jewish people И тот храм, is even more magnificent. который отстроил Ирод для еврейского народа, был еще более великолепным. And this is a model of it. И вот это образец этого храма. This is about, let's see, what is it? Тобто Ірод краще, ніж Соломон зробив? So, About 2 meters high here. Or no, about The a model. meter and a half. The model is. да, то есть модель, она здесь где-то 1,5 метра высотой. То есть модель достаточно реалистичная и большая. So, did Herod made a more magnificent, beautiful temple than Solomon did? He rebuilt it. This is recorded in the first century. Да, он восстановил это, и мы читаем записи об этом в первом столетии. Тобто оце золото, срібло, це все дорогоцінне. So this gold, silver, precious stones, everything was there. Да. But remember, Но помните, the glory left the temple in Ezekiel. Но помните, что слава Божья покинула храм еще в книге The Иезекииля. Shekinah glory never returned to the temple. Слава Шехина никогда уже больше не возвращалась в храм с 586. There was no visible presence of God in the first century, Не было видимого присутствия Бога в первом столетии. except God become man in Jesus Christ. Кроме того, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. He was the visible presence of God. Он был видимым присутствием Божьим. Okay. That's present-day Temple Mount. City of David is over here. Современная храмовая гора, город Давидов там. And most archaeologists believe that on the site of the Dome of the Rock is where Solomon's temple and also Herod's temple И was. большинство археологов верят, что на месте вот этой мечети находился и храм Соломона, и позже храм Ирода. This is a photograph from Temple Mount. Это фотография с храмовой горы.